Всем привет! Как вы уже догадались, это программа «СМАК». Меня зовут Андрей Макаревич. Ничего в этом плане не изменилось. У меня сегодня прекрасная гостья. Ее зовут Олеся Куприн. И я расскажу, как это получилось. Привет. Здравствуйте. Честно скажу, я нерегулярный наблюдатель всяких кулинарных сайтов. Но 1,5 года назад я женился. А жена моя, будучи большим кулинаром, она по этим сайтам шастает. И она мне сказала: ты эту девушку обязательно должен снять, она классная. Я также думаю об Эйнат. Я пересмотрела все выпуски с ней, и уже приготовила хумус, уже сделала тхину, уже сделала фалафель. Не скажу, что у меня сразу получился, но эксперименты дают о себе знать, уже это все практически мое коронное блюдо. Это приятно услышать вдвойне. Да. Что мы будем делать? Я думаю, что мы сегодня приготовим кекс, который спасет всех тех, у кого не получается дрожжевое тесто, но они, например, хотят, может быть, испечь кулич, а может быть, они этим рецептом воспользуются и будут печь кексы бесконечно, большие, маленькие, в любой форме, которая им нравится. А мы сделаем такую основу базовую, ну, чтобы он был интересен не только девочкам, да, такое сладкая кулинария, мы еще немножечко сделаем ему алкогольный сироп, чтобы пропитать, и он будет у нас что-то типа роба моей бабы, только чуть проще в приготовлении. В свете близости Пасхи сносил в церковь кулич. А у кого Песах, у того кекс. А у тех, кто не дурак выпить, ромовая баба. Ну, классно. Я поддерживаю. Вообще рома баба интереснее всего. И в прошлом году я тоже делала кулич и делала его как раз на основе ромовой бабы. Это был, конечно, хит. Все остальные немножечко проиграли рецепты. Не буду скрывать. Когда учился в школе, у нас в буфете продавались разные булочки. Вот ромовая баба была самая дорогая, она стоила 19 копеек. Ромом там, конечно, не пахло. Она была, с одной стороны, полита какой-то такой светло-коричневой гадостью, а в принципе была такая сдобная и сильно подсохшая балда такая. В общем, я ей не восхищался тогда. Так, Мы я должны думаю, это исправить. Не, мы сейчас реабилитируем. У нас вот такая будет форма. Но можно, да, прекрасная шляпа, она, кстати, так и называется, шляпа. Да, это бант-кекс, когда есть в середине отверстие небольшое, с которым можно работать, он так быстрее испечется. Ну да. Но есть небольшой нюанс. Конечно же, кекс должен остыть, чтобы он красиво вышел из формы. Поэтому, если вдруг он выйдет не настолько хорош, насколько может, я думаю, все, кто смотрит, визуализируют и представят его себе чуть-чуть лучше. Мой юный друг, начинать оправдываться заранее – дурной тон. Знаете, что Этим- подстелить соломку немножко такая. Этим ты как бы прогнозируешь, уже понимаешь, Вырежем. прогнозируешь какие-то неудачи. Не надо. Не будем, все. Ошибки не Кекс будем. будет идеальным. Я беру свои слова обратно. Вот. Все, другого быть не может. У нас очень простые ингредиенты. Так. Меня, значит, бабушка учила, что вот эти все сложности, они нам не нужны. Так. Это все лишнее. Мы вот здесь греем маслице, чтобы оно было мягким, чтобы можно было его взбить. И оно уже, кстати, вполне Да? мягонькое. Ну, Да. отлично. Если оно вдруг у вас не... Ну, там, вы его там не подразогрели, вот, можно его пробить, и оно будет лучше всех. Да. А если не взобьется, плюньте. Конечно, все получится. Нам нужна какая-нибудь миска. Единственный момент. Вот вся кухня, там, вторые блюда, первые, можно, знаете, готовить по вдохновению, в том плане, что чуть-чуть больше, чуть меньше. А тут аптекарские дела. Да, нужно взвесить. Конечно, если вы уже там 5-25 раз готовите, можно уже поэкспериментировать. Так. Я себе сделала маленькую подшпаргалочку. О, Ну, чтобы никого не обмануть. Представляете, мы сейчас думали, вы художник. я творец, но по таблице. Так, мы сделаем 150 масла. Ну, кстати, если масла будет немножко больше, Хуже не будет. вообще, вот А я скажу, если будет немножко больше всего, хуже не будет. Мы же сюда горчицу не кладем. мы это потом так съедим, господи, Да. что же, это же целое масло. Ложками. Так, и нам нужен сахар. Сахар. Да вот он. Я его не узнала. Это он. Сыпьте. Если только не соль. Сахар, сахар. 200 мы насыпем. Ну, даже если и соль, будет закусочный кекс. Для гостей, которым мы не рады. Просто рому добавим. Да, все. да. Вообще, я подозреваю, что ром должен все исправить. Так, не щадя. 200 надо, да? Да. Ну, всё, 199. 200.
Вот в чем я ни черта не понимаю, это в выпечках. Мясо, О, там, я рыба, видела, это какая у вас там потрясающая была шарлотка с грушами. Это вот жена. Вот она печь мастерица, а я нет. Вместе мы составляем единое целое. Вы просто вместе охватили всю кулинарию Да. доступную. Весь спектр. Весь периметр, я бы сказал. Вот так. Вот сюда, правильно? Да. Я просто отделю, чтобы потом без пальцев не остаться. Размешалось, отлично, все. Да, а сейчас мы его еще... Ничего, что я так этой рукой делаю? А чем же, ногой, что ли? Ну, там лопаточка. Прекратите немедленно. Да Все, вы я хамство. прекратила. Люблю я, знаете ли, там поковыряться руками. Понимаю. Не отказывайте себе в удовольствиях. Любите поковыряться руками? Поковыряйтесь. Ковыряйтесь. Так, и теперь вот эту. И теперь взобьем. Вот, я уже с ним подружилась. Нужно взбить, чтобы оно немножечко... О, Наклади Ну, давай. чуть-чуть. потом еще над ним немножечко поколдуем. Так. Сейчас мы должны, а мы прямо этим же венчиком, ни в чем себе не отказывая, Так. поиздеваемся еще над творогом. Вообще, если вы любите, например, В другой посуде. в другой, просто мы сейчас вот туда добавим, просто надо его измельчить. Нам нужно где-то 200 грамм примерно. Я Сейчас так понимаю, скажу. что пачка вот эта, это 200 грамм и есть, верно? Да, даже лучше побольше, 200. Давайте, бросайте ее. 170. Обманули, дурят наш народ. Конечно. 177. Так, и нам бы 208. Давайте еще грамм 100. Оп. Вот, отлично. Все, просто. Мы не будем стесняться этим же венчиком, потому что потом все смешаем и не будем отдельно ничего. Вот. А у меня няня так в детстве говорила, а в животе все перемешается. Вот. Некоторые еще любят туда какой-нибудь изюмчик засыпать, Вот. да? На этапе, когда мы сделаем тесто, можно вообще дать себе волю, там, не знаю, орехи, шоколад, изюм, не знаю, барбарисок насыпать, что хотите. Ирисок кис-кис. О, я, значит, тоскую по временам, когда родителям давали подарки новогодние на работе. И, значит, это самое долгожданное было, что приносит там папа или мама коробку, это там, значит, как бы мандаринки, конфетки. Ну, конечно, ты подрастаешь, никто тебе не приносит. А в 30 лет как бы уже, знаете, и ждать не приходится. Но вот мой муж знает, что я просто вот ради этих подарков живу, жду. Мне ничего не надо, вот эту коробочку. Это значит, он мне покупает каждый раз какие-то домики, чтобы можно их еще было разобрать. Это просто лучшие моменты Нового года. И вот у меня в этот раз были, я просто эти ириски помню, которые вынимали пломбы. И ты потом ехал к врачу. Причем вот кис-кис, там котик нарисован, она такая квадратная, и она вынимает тебе, не знаю, все зубы, все Я даже тебе насмерть. могу рассказать предысторию. Так. На военно-промышленном складе этот подарок отлежал положенные 25 лет. Потом надо было освобождать помещение, и он пошел в дары детям. Ну, видимо, вот так я с ними и познакомилась. Зачем нам кипяток? Мы, значит, его используем, когда поставим кекс и сделаем еще сиропа. Есть такие две опции. Можно его проварить чуть-чуть с ромом, но тогда он не будет так чувствоваться. Алкоголь выпаривается, это чаще для детей. Улетит. Я предлагаю сначала сварить, а потом туда уже добавить. Тогда он будет... Конечно. Я бы предложил просто ромом залить и ничего не добавлять. А еще лучше ром в стакан, а этим Закусывать отлично. Конечно. Надо было не сладкий делать, какой-нибудь ну, пикантный что ж теперь. какой-нибудь. У меня есть торт с виски, вот как-нибудь. Так, и, значит, что мы делаем дальше? Мы вот сюда Соединяем. добавляем, да. Одно с другим. Так, вот когда что-то остается, я страдать начинаю. Мне надо, чтобы все ушло. У меня бабушка, знаете, ничего никогда не выбрасывала. Это память старшего поколения. Испортилась, пропала, нет такого Нет слова. такого, конечно. Почему не доел? Мама О! работала, папа работала, У деньги. меня, знаете, у меня бабушка, значит, с Кубани, а вот на юге России нашей, вообще южане, значит, у нас такой культ еды. И если ты, не дай бог, не доел что-то, ну, вообще не было такого понятия в семье «не доел», не было. Ну да. Я росла, знаете, вот это не шутка, я как-то рассказывала, что меня приглашали в дома, где дети плохо едят. Я всегда хорошо ела, у меня не было такой проблемы с детства. Я с ними садилась. Дети начинали плакать и быстро есть. Не, я тоже маленькая, мы вместе играли, я сажусь, ем, они такие, ну она ест, и я буду. Конфетки, там все дела.
Это было отлично. Ты подавала добрый пример. Конечно, конечно. Я и сейчас поэтому готовлю, чтобы все хорошо ели. И мужа моего бабушка полюбила, потом попросила добавки. Она такая, хорошо ест, ладно. Это хитрый прием, Пускай, понравится пускай, родителям. пускай. Да, такой. Ну что, красивая, вполне однородная масса. Так, это у нас вот такая история, Основа. наша основа, да. Мы сейчас сюда добавим яйца И муку. и муку, и немножко разрыхлителя. Есть кто-то любит, например, шоколадный сделать. Или ваниль. Ваниль, можно ваниль, если есть. Смотрю насчет ванили. Всякое бывает. Бывает, что и завалялось чего-то. Можно ваниль, можно прям, есть какой-то стручок, если есть ванилин, что угодно. О! Так, и чуть-чуть еще забьем. Смотри, что я нашел. Удала. О, ну все, мы, значит, живем. Вот видите, какое оно мягкое-мягкое. Воздушная. Да. Прекрасно выглядит. Мы по чуть-чуть добавляем яйца. Можно еще туда прям одно. Так наверняка взобьется правильно, без сюрпризов, когда мы по одному. И последнее. Ну, все супер. И мы еще раз на весы, чтобы без сюрприза. Сколько муки надо? 230. 230 муки и пакетик разрыхлителя. Можно чуть меньше, но мы на всякий случай, чтобы он нас не подвел. Сыпьте, я буду кричать, когда будет... А я слежу за процессом. Должен я руку приложить? Да. Можно, конечно, ее просеивать, но для кекса это не обязательно. Мы все равно все будем перемешивать венчиком. 9, 8, 7. 220. Еще чуть-чуть можно. Хватит. Всё. 226. И вот этого сразу туда, чтобы он там все перемешалось. Можно и ванили чуть-чуть. А мы сейчас туда же прям в этот момент. Только не переборщи с ней. Она такая, Да, знаешь. я думаю, что это ванилин, мы прям его на кончике нажали, иначе будет Да, горчить. Да. А я знаю, что у нас еще сегодня будет покраска яиц. Воу. И знаете, чем будем красить? Нет. Каркаде. Каркаде. Да. У нас будут такие. Мы все детство красили луковой шелухой. Я вам хочу сказать, что вот, когда, опять же, вот у бабушки там дома, у нее всегда был, значит, мешок там муки, вот это она такими формами не мыслила, конечно, как я там пакетик купить, там еще что-то. Всегда был мешок лука, и покрасить луковой шелухой было легко. Ты приходишь, там набираешь темного лука, сколько тебе надо, и все. А сейчас, вот даже если у тебя будет мысль пойти в магазин и там собрать, таких, как ты, уже очень много. Слушай, но при этом продается масса красок разных. Вот красками не очень интересно, если честно. А Я- знаешь, что интересно? Вот честно тебе скажу. Я как человек все-таки с художественным началом, Так. это расписывать их вручную. О, ну это... Я училась в художественной школе, О. но если без практики, я в какое-то время ушла, опять же, в фотографию. Вот я думаю, что так Инат меня и нашла, когда там по фотографиям увидела. да. Ушла, значит, в фото, и уже вот этого навыка рисунка не осталось. Ну, быстро возвращается, это и есть практика. Так сколько лет уже прошло? А Мне потом кажется, я там уже... кайф, знаешь, в чем? Когда вот яйцо сварилось, и оно еще сильно теплое. Ты, скажем, берешь акварель или акрил, и как фреска, ты проводишь линию, она моментально высыхает. Ты О, ничего конечно. не размажешь, ничего, понимаешь? Я, значит, позабыв свои художественные таланты, экспериментирую с натуральными красителями. Чем можно покрасить? Я думаю, что хозяйки многие пробовали красить красной капустой. Первый раз слышу. Получаются как яйца дрозда, голубые такие, в разного оттенка. От красной Очень капусты красиво. получаются голубые яйца Да, дрозда. да, абсолютно голубые получаются. Если покрасим каркаде, ну что вы думаете, какого они будут цвета? Ну, они будут, я думаю, что вот какого-то такого вот. Черного. Будут черно-серо, такой земельный, как будто вот они Чугунные. такие астероидные какие-то яйца получаются. Прикольно. Интересно, на самом деле, очень. И посмотреть, что получится. Еще, конечно, я в прошлом году пробовала там ягодами, Так можем сразу и куркумой. поставить параллельно, да? Да, смотрите, есть две опции. Сейчас давайте закинем его в духовку Да. и поставим яйца. Потому что есть две опции. Можно, допустим, отварить каркаде и в нем оставить. Так. А можно Я просто такие варить сразу. полумеры не люблю. Я прям сразу в нем варю. Неправильно. Потому что еще вот эти цветочки, они распустятся и будут царапать немножко яйцо, и оно будет не гладким, а таким. И вообще покрасить вместе с кастрюлей, это же... Просто супер. Так, я еще предлагаю, значит, беру рукой, раз вы мне разрешили.
делаем вот так. Такую французскую всё-таки рубашечку. вытираем маслицем, да? Да, обязательно. Вот форма силиконовая очень удобна для кекса. Но чтобы она тоже, знаете, не расслаблялась, мы ее немножечко намажем внутри маслом и посыпем мукой чуть-чуть. Среднюю пипку вот эту тоже надо, да? И немножко мукой присыпем. Так, Вот. да, всё. Вот так мы набрали. И я сейчас ее покручу, чтобы все ушло. Остальное над раковиной. Хоп-хоп. Вот такая красота. А я могу рассказать маленькую хитрость. Так. Чтобы кастрюля не стала черной от крашения яиц листьями крокоде, она должна быть черной изначально. Это да. Никто нас не заподозрит. Так, что мы можем сделать? Укладываю тесто Так. и ставим в печку. Вот какое хорошенькое. Мы даже, видите, размешивали, кое-где остались кусочки творога. Не думай об этом. Это, наоборот, супер. Плюшка с фактуркой. Так. Покрасим мы для эксперимента 3 яйца. Пошло? Давайте. Да. Белые? Белые, супер. Вот что очень плохо. Нет у меня здесь машинки, которая есть дома. Я ей она? пользуюсь постоянно. Знаешь, что это? Что делает? Яйцепрокалыватель. О! Вот если здесь проколоть дырочку, оно никогда не лопнет. Такая. А я вам расскажу, как я тут устраивала очумелые ручки дома, когда я пыталась, значит, хотела покрасить яйца, нашла, значит, такую историю, когда их, ну, они не для еды, а для украшения просто. Так. Их окунают в лак. Там наливаешь в воду лака любого, туда окунаешь яйцо, и оно получается такое мраморное, разного цвета. Но это не для еды. Не для еды. Вот его надо проколоть, такое яйцо. Я вот это вспомнила, как мы в школе делали поделки с прокалыванием яиц. И потом мне написали мои все читатели, говорят: Олеся, можно же просто проколоть и достать шприцом яйцо. Ну да. А я там вспомнила, как там в 3 классе на уроках труда выдуваем яйцо. Но скажу тебе, что просто швейной иглой прокалывать физически совершенно невозможно. Не, я там ковыряла. А вот это такая машиночка, из которой торчит иголочка, и ты такая... Супер. И все. Я еще, значит, распереживалась, что мне необходима теперь эта штука, которая фалафель делает кружочками. Но я такую Ложечка тоже не такая, встречала. да. Я подумала, что можно еще, может быть, ложкой для мороженого сделать небольшой. Не исключено. Вот такие вот прям Да. маленькие есть. Тоже надо потестировать. Останови меня. Сколько сюда нужно листьев? Да вот как вы хотите. Да это- Давайте еще. Хватит. Ну, понеслось. Так. Вот интересное дело. Я был в деревне, и бабушка там варила яйца очень долго. Я говорю: бабушка, зачем? Ну, там, он же там 10 минут покипело, но явно крутое. Она говорит: крутое – это крутое. А ты часик повари, другой вкус будет совсем. Я не пробовала, кстати. Другой. Действительно другой. Скажи, а вот верхнюю... или мы чем-то будем еще закрывать эту верхнюю поверхность? Какая у вас плита? Как она себя ведет? Да какая плита? Вот она, вся моя плита. Духовка. Ну вот она, у меня, например, 2 режима в духовке. Либо, значит, огонь ада она делает и все сжигает, либо сердце Арктики, и надо У ждать. меня очень тоже долго. 2 режима. Работает И не работает. Отлично. Давайте тогда пониже. Мы, наверное, посмотрим, если он захочет сгореть, мы его накроем фольгой. Конечно. А пока что дадим ему время. Одуматься. Да, можно просто вот, да, чуть-чуть пониже. Пошло. Опа. Веди себя хорошо. Поговорили с ним серьезно. Во-первых, да, это такие, был журнал «Наука и жизнь», там были умные советы. Если после окраски яиц листьями крокоде у вас осталась вода, не спешите ее выливать. Это прекрасный, Это могли бы писать мы просто. прохладительный напиток. Потрясающе, он еще будет такой концентрации. А вот у меня ощущение, что если вот их сейчас, например, вынуть, они будут розовые. Они будут белые, мне кажется, вообще. Да? Давайте, наконец-то, сделаем прекрасный сироп. Так, Нам нужен еще тоже ковшик. Да, берем здесь. можем весь. Я люблю 1 к 1. Сахар и вода. А арома потом уже по настроению. Ровно сколько есть. Вообще хороший рецепт должен получиться. Идеально
В принципе, если налить чуть меньше воды, он же будет гуще, да? Да, он будет гуще, он, может быть, чуть хуже пропитается. Вообще идеально наделать в нем дырок в кексе, залить его прямо в форме и оставить, ну, то есть сначала вынуть, чтобы он легко выходил, и в какой-нибудь чашке, вот в такой, чтобы прямо он такой был раздух. Сейчас все это испытаем на практике. 80. Да. Вот этот беру, да? Да, кипяток. Сколько это? 240, да? 160 вообще-то. Нет, а сколько должно... Блин, ну 80, 80, это 160. Не-не-не, нам нужен не 1 к 1, 1 к 2, я хотела. Тогда 80 и 160. 240. 240. Многовато выше. Если я отолью, сахар уже, думаете, растворился? Досыпем сахара. Господи. Давайте, пускай будет побольше. Так, хорошо. Значит, можно отлить воды и досыпать сахар. Иногда в затруднении. в хирургическом кабинете нужна решительность, понимаешь? Режьте. К чертовой матери. Вот. Ну, в общем, все равно будет сиропное, поэтому Сколько это сейчас весит? давайте грамм 30 еще досыпем. Ну, давай. Опять же, можно чуть сюда, прям капельку Кого? ванилина. Ага, хватит. Чуть. Так. Пускай будет. И все. Ставим на медленный огонь, пока сахар растворится. Нам его не уваривать, ничего с ним делать не надо. Просто пускай растворяется себе, Давай. пожалуйста, с душой. Растворяется. Как раз он с душой. немножечко остынет, а мы в это время узнаем, как дела у яиц. Я думаю, что они будут вариться как раз, пока приготовится кекс. Как только человечество не придумало переводить хорошие напитки, а? Там его не очень много, имей в виду. Вспомни бабушку, все смешается. Да нет, можно было литруху взять, в принципе. Это слишком шикарно, я думаю, было бы. Был бы ром с бабой. А Да, ничего, вот. да? Хорошее блюдо. Совсем другая коннотация. Коллаборация. Так, я первая, что коллаборирую. Ladies first. Я призываю вас, друзья, подписываться на канал с Макс Андреем Макаревичем. Потрясающий. Огромное количество. Я пересмотрела все. Можете меня погонять по материалу. Куча очень классных рецептов, очень интересных бесед. Мы все на этом канале, вы знаете, что делать. А если вы у меня в профиле, переходите по ссылке в шапке. Разница между нами состоит только из двух элементов. Первый – я мальчик, а она девочка. А второе – я на Ютубе, а она в Инстаграме. Да. Но я вам рекомендую зайти в Инстаграм и посмотреть, что делает Олеся Куприн. Вам понравится. Если кто помнит, 2 программы назад мы с Олесей поставили выпекать кекс, он же кулич, он же ромовая баба. Еще одну программу, 3-ю, по счету он остывал. И вот сейчас он почти остыл. И нам предстоит выяснить, покинет он это ложе или не покинет. Если ты меня подведешь, я поговорю с тобой дома. Так, давайте проверим. Он еще тепленький на самом деле. Ну и ништяк. Если вы приличные люди, дайте ему полностью остыть. Мы Подожди, так нет, достанем. никто больше ничего не даст. Поставь вот на стол, стучи чуть-чуть. Нет, все, он вроде... Ну, Ура! Конечно, он меня боялся, я так ему серьезно все сказала. Не, вот так вот, смотрите. Вот. Ладно, Так было не- ништяк. Так. И теперь, а тем временем наши яйца стали черными, а вы мне не верили, смотрите. Только Вау! сильно их не шурудите, они там еще будут темнеть. И чем дольше они подлежат, тем темнее, темнее, Вы посмотрите, темнее. какой цвет у них получился. Если мы их еще оставим, например, на ночь, они будут прям совсем черные. Чем дольше лежат, чем глубже они тонут, тем темнее становятся. И видите, они такие полосками, вот это Мрамор от такой, цветочков. Да. розоватый мрамор. Ладно, не будем им мешать, как говорит Дроздов. Так, сироп. Наш сироп. Подожди. А вот Сироп неполноценен. Сироп и ром – это и все, да? Вот этим мы Да. пропитываем. Если вы делаете в форме кулича, сверху можно взбить какой-нибудь крем или белок, Безе сделать шапочку. или да. Да, и будет просто супер красиво. Тут опять же по настроению. Я выливаю? Вот сколько хотите, лейте, сколько вы вот как бы выпили его. Пряненько будет хорошо. Что тут осталось-то? Так, мы Да, должны вот перемешать. Вообще можно было
Воду с сахаром, конечно, не делать, лишнее. Слушай, а ничего, что он жидковатый, нет? Сироп? Нет, этот, вот подливка. Вот нет. Чем она вот жиже, нам же надо, чтобы она не сверху легла. Ушла вовнутрь. Конечно. На самом деле кекс получился прекрасный. Он и так уже очень мягкий. Но если мы хотим воспоминания о ромовой бабе, какая она была, Какая она должна была быть. Вот так я бы сказал, да? Согласна. Вы сейчас узнаете, какая она должна быть. Ну, давай. Мы должны его пропитать. А мы будем пробовать? Это же моя мечта. Так, этого я не говорила. Вы что? Это самое прекрасное. Я вас сейчас... Записано. Я вам сейчас расскажу. Мне мама всегда говорила, что там, а вот там что было, а вот этот запомнила. Наливай. В общем, чем больше дыр в нем сделаете, тем лучше он пропитается. Ну, чтобы он не разварился при этом. У него нет такой возможности. Так. Мы его пропитываем. Можно, конечно, ложечкой, можно с барского плеча. Я люблю еще, скажу, С барского плеча. покатать еще его там. Это еще 2 программы, да? Я надолго здесь, никуда не уйду. А что там, оставайся с нами жить. Да, я буду вам... Рукавичка, сказка была такая. Ой, да. Вот, еще потом можно его перевернуть, чтобы Это он лишнее. снизу, боком. Если лишнее, можно, вот это лишнее не досталось, можно поливать прямо при подаче. А если его еще сверху полить просто коньяком или ромом, то еще и поджечь можно. Фламбе, фламбе. Естественно. И вот так дать ему побывать. Сейчас искупает его прямо вот, Да, обязательно. Он как должен прям... младенца в проруби. Он должен, почему я еще беру такую форму, если есть поменьше и повыше, например, можно прям перевернуть, он должен прям выделять жидкость, когда вы на него надавливаете. Вот украинцы так пампушки чесночным соусом О, поливают. супер. И понимаете, если то же самое сделать с куличом, то он вообще будет просто... Так он уже кулич. Вот он, все. Так что я так Все, медленно кулич это делаю? законченный. Супер. Понимаешь? Вот я и выросла, уже могу себе позволить это на передачу. Вот. Пахнет, правда, круто. Дорогая хозяйка, впечатление от вашего непростого и многодельного труда действительно яркое. Давайте усилим его. Всегда за. Ром нам удался, между прочим. Класс. Очень вкусно. Ты знаешь, я что бы добавил? Вот первое ощущение. Немножко лимонной цедры. Ой, супер, да. Можно и лимон, и апельсин, какая нравится, да. Лимончик бы дал такое тонкое напоминание о кислиночке. Да, супер. Потому что он получился простодушно-сладкий такой. Но вообще божественно, я считаю. Ну хорошо, он не подвел. И пушистый такой получился, и пропитался хорошо. А можно я еще сделаю такую маленькую штучку? Какую чушь? Ну, я вот тут привезла чуть-чуть. Оу, это презенты? Да, это книжки мои. Я думаю, это будет... И вас вряд ли мы чем-то удивим, а может быть, и Над будет интересно тоже Ты посмотреть. еще и книжки пишешь. Какой Да. код? Все, ты ее уже абсолютно. А еще один момент хочу вам показать. Чуть-чуть. Спрятали содержание. Есть такой рассказ. Коротенький. Называется «Телевизор». Неужели про программу «Смак»? Про вас. Оу, И про программу «Смак». я сейчас потеку. Вот. Он маленький, потом можно будет посмотреть его на досуге, почитать. Спасибо тебе огромное. Вот. Да, надеюсь, что понравится. Это прекрасные подарки. Недаром в школе нам говорили, книга – лучший подарок. Я предлагаю тост за твое здоровье, Спасибо большое. за вязчую красоту и неприходящее умение. Тогда до дна надо. А за это я хочу тебе подарить наш исторический ритуальный фартук, Спасибо большое. который будет тебя греть в любую погоду. Я буду в нем всегда ходить. Смотрите, он мне подходит как. Да, на Прям голое можно. тело. Вот. Вот. Буду в нем готовить. Отлично. Передавать вам приветы. Спасибо огромное, было Спасибо очень тебе классно. огромное. Мы все-таки сделали. Да. 3-4 передачи, и он готов. Да. Спасибо Пока, большое. ребята, приходите к нам еще. Ура! Снято.